Всем привет, дорогие друзья! Сегодня приготовлю легкий и очень вкусный салат с курицей, апельсином и пекинской капустой. Он получается свежий, сочный, яркий и идеально подходит для праздничного стола. Готовится он очень быстро, а вкус просто потрясающий. Для рецепта мне понадобится: сначала приготовлю сухарики. Делаю их из домашнего хлеба на закваске. Если хотите посмотреть рецепт этого хлеба, он есть у меня на канале. Ссылку оставлю под видео в описании. Всего понадобится 4 кусочка хлеба, нарезая его небольшими кубиками. Перекладываю в форму для запекания. Немного солю. Добавляю итальянские травы и орегано. Затем сбрызгиваю оливковым маслом, перемешиваю и отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 8-10 минут. Теперь подготовлю пекинскую капусту. Нарезаю ее тонкой соломкой. Качан разрезаю вдоль на 3 части. И использую только нежную зеленую часть листьев. Белую, более плотную, в салат не добавляю. Ее можно использовать для других блюд. Отварное куриное филе режу небольшими кубиками. Небольшими кубиками режу красный лук. Мне понадобится примерно четверть луковицы. Мне понадобится мякоть апельсинов. Апельсины у меня небольшого размера, поэтому я беру 2. Счищаю полностью кожицу вместе с белой вот этой частью. И уже непосредственно мякоть апельсина я буду вырезать над тарелкой, так как апельсин очень сочный и будет вытекать сок. Я вот так прорезаю дольки апельсина между пленочками. Просто вырезаю мякоть. Остается вот такая пленочка. И таким же образом подготавливаю второй апельсин. Дольки апельсина разрезаю вот на такие кусочки. И теперь подготовлю заправку. Соединяю в миске пару столовых ложек майонеза и греческого йогурта. Добавляю столовую ложку апельсинового сока. Цитрусовая нотка придаст заправке просто обалденный вкус. Добавляю пол чайной ложки горчицы. У меня дижонская горчица, не острая. Немного соли по вкусу. И также я добавлю немного смеси итальянских трав. Перемешиваю. Заправка получается очень легкая и невероятно вкусная. Пока я подготавливала все ингредиенты, сухарики уже запеклись. Вот такие хрустящие и очень вкусные. Собирать мой салат я буду в разъемном кольце. Установила диаметр 18 сантиметров. Первый слой – пекинская капуста. Выкладываю ее в кольцо. И причем часть пекинской капусты я оставлю. Всю в кольцо я ее не выкладываю. Я сделаю еще вокруг салата вот такое как бы гнездо из капусты. Оставшуюся капусту выкладываю в кольцо. Теперь я беру мою чудесную заправку, поливаю ею капусту. Не надо слишком много. Слегка перемешиваю. И хорошо все прижимаю. Следующим слоем я выкладываю куриное филе. Филе я отваривала в подсоленной воде. И я его сейчас только лишь поперчу. Совсем немного. Распределяю. И промазываю заправкой.
Хорошо утрамбовываю. Слой курицы я хорошо и щедро промазываю заправкой. Теперь выкладываю красный лук. Распределяю его. Как видите, лука у меня совсем тонкий слой. Следующий слой – это апельсины. Причем я их сначала выкладываю вот так по краю кольца, чтобы они были хорошо видны. И уже оставшиеся апельсины я выкладываю по центру. Просто их разбрасываю. Сверху выкладываю кукурузу. Естественно, слой апельсинов майонезом не промазываем. Апельсины и так очень сочные. Кукурузу слегка промазываю оставшейся заправкой. Осталось на мелкой терке натереть кусочек сыра. Я использую сыр моцарелла. Можно использовать любой твердый сыр, какой вы хотите. Я натираю сыр прямо в кольцо, чтобы он лег такой легкой воздушной шапочкой. Слой сыра заправкой я не промазываю, так как сверху на сыр буду выкладывать сухарики, и чтобы они сразу же не промокли от заправки. И салат готов. Ему не надо время для пропитки. Этот салат сразу подаем к столу. Я немного прокручиваю кольцо и сразу же его снимаю. Чтобы салат смотрелся более нарядно, я по краю еще выложу немного кукурузы. Сверху присыпаю сухариками. Раскладываю их в основном в середине. Сухарики выкладывайте непосредственно перед подачей салата к столу. В итоговой версии моего салата я все-таки решила убрать вот этот слой пекинской капусты по кругу. Мне кажется, так салат смотрится более органично. Конечно, вы выбирайте украшения, как вам больше нравится. Салат получился очень легкий, сытный, сочный и свежий. Он великолепно будет смотреться на праздничном столе. Если видео вам понравилось, поставьте ему лайк, напишите комментарий и, конечно, подпишитесь, если вы еще не подписаны, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока! На моем канале около 1500 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: Люда Easy Cook и название блюда. Или Люда Easy Cook и любое слово по теме рецепта.